Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про чесночную настойку, как ее готовить и от чего она полезна. У меня вот здесь уже готовая есть. Она у меня уже стоит долгое время, и я при надобности отливаю, и можно ее процедить, конечно. Процедить, конечно, ее лучше вот в такие вот темную тару. Она стеклянная у меня с крышечкой. Ну вот, желательно, чтобы была защищена от света. Заливаем чеснок водкой 38% у меня. И ставим в темное место обязательно. Или сразу изначально ставим в темную бутылочку. Сейчас я буду чистить. Я покажу, поскольку мне не нужна, у меня есть настойка, я покажу примерно, как это делать. Все просто. Чистишь чеснок, эти зубчики. Делаем необходимое вам количество. Определяйте, сколько нужно. Вот я порезала на такие кусочки. И помещаю в баночку. Беру водку 38% пшеничную. Заливаю чуть-чуть выше содержимого. Ну вот у меня вот так символически я это все делаю. Вот такое количество. Чуть-чуть выше чеснока порезанного. Закрываем крышкой. И оно может стоять вообще, если нужно срочно, то можно уже на следующий день ее применять. А так вообще нужно 14 дней, чтобы она стояла, натянулась, и можно применять. Как я уже сказала, что если нет необходимости, то оно может стоять очень долгое время. Вот как у меня вот становится вот таким цветом. Это у меня уже долгое время она стоит. И настойка становится только крепче, эффективнее. Хочу сказать, как применять. Самое главное в этой чесночной настойке применение. Теперь я хочу рассказать, от чего чесночная настойка хороша и при каких проблемах она помогает. В первую очередь это при проблемах дыхательных путей, при бронхите, при кашле сильном. И астме тоже очень эффективно. И самый важный аспект, как правильно принимать готовую настойку. Это очень важно. Известно, что не все люди переносят чеснок, и, допустим, дискомфорты в желудке происходят. Для этого нужно взять настойку. Может, для первого раза пол чайной ложечки, может, даже четвертинку. Посмотреть, как ваш организм переносит и как он чувствует себя. Взять в рот, не проглатывая, лечь навзничь на спину. И потом только проглотить, чтобы настойка пошла не сразу в желудок, а осталась вот здесь в дыхательных путях. Сразу лечит местно, где проблема. После этого нужно полежать минутки 3 обязательно. Вообще чеснок это, как известно, чудодейственное средство. Оно лечит очень многие проблемы. Но этот метод... Это такой эффективный, проверенный, лечит именно вот таким образом, принимая, лечит проблему дыхательных путей. Все, пробуйте, будьте здоровы, до новых встреч, всем добра.